Again, in this evening session, we'll go back into this chapter 5 titled Mahamudra. Опять-таки в этой вечерней сессии мы вернемся к 5 главе, которая заглавлена Махамудра, which is describing the way in which meditative experiences and realizations arise. в которой описано то, как медитативные переживания и реализации возникают. And so already we looked in how we progress in the shamatha practice, the stages which we go through. Мы уже рассматривали вопрос о том, как мы продвигаемся в практике шаматхи. Мы рассматривали вопрос о том, какие стадии мы там проходим. And then last night we looked at the stages we move through the path on the basis of our vipassana practice. А вчера мы рассмотрели те стадии на пути, которые мы проходим в рамках своей практики випашшаны. This evening I'd like to look at the stages or the signs of progress in the so-called preliminary practices. И сегодня хотелось бы рассмотреть стадии продвижения в так называемых предварительных практиках. And we didn't cover any of the material in the preliminary practices in this retreat. Мы не освещали в рамках этого ретрита никакие материалы, посвященные предварительным практикам. However, that didn't come in either of the two books. Потому что этот материал не вошел ни в одну из двух исходных книг. But of course, in the original text from Karma Chagme, Meaningful to Behold, the whole first section of the text was preliminaries. Но, разумеется, в исходном тексте самого Кармы Чагме, то, что стоит узреть, весь первый раздел текста был посвящен именно предварительным практикам. However, when Gyatso Rinpoche taught this text, he decided not to teach the preliminaries because he taught the preliminaries many times based on other texts. Но когда Gyatso Rinpoche преподавал этот текст, он решил не преподавать раздел, посвященный предварительным практикам, потому что к тому времени уже много раз преподавал предварительные практики на основе других текстов. But I'd like to spend a little bit of time on these preliminary practices this evening. Но сегодня вечером хотелось бы немного времени этим предварительным практикам посвятить, because they're very important. Потому что они очень важны. And often, if our practice is not going well, we can point the finger at the fact that we haven't put any effort into these preliminary practices. И часто, если наша практика протекает не особо хорошо, то пальцем можно тыкнуть в тот факт, что мы не прилагали никаких реальных усилий к этим предварительным практикам. Because these preliminary practices are the foundation practices for Mahamudra. Потому что эти предварительные практики являются практиками основополагающими для махамудры. Foundation for shamatha, vipassana, and mahamudra. Они являются фундаментом для шаматхи, випашшаны и махамудры. So let's have a look at what's said here in the text. So we're third paragraph in this chapter 5. Давайте посмотрим на то, что говорится в тексте. Мы смотрим на 3-й абзац в 5 главе, 20-й странице. It says, moreover, there is no certainty as to when the signs of meditating on the preliminaries will occur. Более того, нет определенности относительно того, когда проявятся знаки медитации на предварительных практиках. They may come gradually or as side effects. Они могут проявиться постепенно или в качестве побочных эффектов. So recognize whether or not the signs have appeared. Так что распознавайте, проявились ли эти знаки. In the event of good signs, do not be excessively elated. При возникновении добрых знаков не испытывайте избыточного подъема. The non-appearance of signs is an indication of thick obscuration, so develop enthusiasm. Да, тут потерялось предложение. Непроявление знаков указывает на плотные завесы, так что развивайте энтузиазм. If bad signs occur, recognize these as indications of the purification of obscurations and do not speculate about them. Если проявляются дурные знаки, распознайте в этом признак очищения завес и не стройте насчет этих знаков домыслов. So what follows is a description of some of the signs that we will receive by making progress in some of these preliminary practices. А дальше идет описание некоторых знаков, которые мы получим, когда будем продвигаться в предварительных практиках. Often when people engage in preliminary practices these days, часто, когда в наше время люди осуществляют предварительные практики, it's often in the form of doing the practice
a certain amount or for a certain amount of time. Это делается в формате выполнения практики в определенный период времени или с определенным количеством повторений. And when that time is finished, then we stop. Но когда это время завершается, мы заканчиваем. Regardless of whether any signs have appeared. Независимо от того, проявились там какие-то знаки, не проявились. And we're happy that we've done the preliminaries, we can tick them off. И мы рады, что выполнили предварительные, можно галочку поставить и все. Yeah, because those preliminaries, they're just for beginners. Но это же предварительные, они просто для новичков. I've done all that. Я все это сделал. Now I'm ready for the advanced stuff. А теперь я готов для продвинутых вещей. I think this is a very mistaken attitude. Это очень ошибочное отношение. It's often said that these preliminary practices are important in the beginning, in the middle, and at the end. Часто говорится, что эти предварительные практики важны в начале, в середине и в конце. These preliminary practices are not something to merely do a little bit as a beginner and then forget about them. Эти предварительные практики не что-то, что нужно по мелочи выполнить в начале, а потом позабыть. These preliminary practices are important in the beginning so that we can orient ourselves in a good direction. Они важны в начале для того, чтобы мы могли направить себя в благотворное русло. And in the middle they're important to sustain our practice. В середине они важны для поддержания нашей практики. And they're important at the end so that we can actually complete the practices. И важны в конце для того, чтобы мы могли довести практики до полноты. In terms of preliminary practices in Mahamudra, В том, что касается предварительных практик в махамудре, we often see they're divided into two classes. мы часто видим, что они разделяются на два класса. Common and uncommon. Общие и особые. Common means here these are preliminary practices in common with all other Mahayana systems. Под общими практиками подразумеваются практики, которые являются общими со всеми остальными махаянскими системами. And the uncommon preliminaries are uncommon or specific to tantra level of practice. А особые или не общие предварительные практики относятся только к тантрической системе практики в Махаяне. And generally within the common preliminaries, В целом, в общих предварительных there are 4 that are listed. перечисляются 4. And they're usually packaged in a name called the 4 thoughts that turn the mind. И они обычно упакованы в набор, который называется 4 мысли, обращающие ум. 4 thoughts that turn the mind toward Dharma. 4 мысли, обращающие ум к дхарме. Or another way, 4 thoughts that turn the mind inwards rather than looking outwards. Или другой способ это описать. Это 4 мысли, которые обращают ум вовнутрь, вместо того, чтобы позволять ему смотреть вовне. So let's have a look at them. Давайте их рассмотрим. The first is precious human life. Первое – это драгоценная человеческая жизнь. And so this is to reflect on the fact that we are not just human, И здесь идет речь о размышлениях над тем, что мы не просто люди, which actually from a Buddhist perspective is already extremely rare, что с буддийской точки зрения на самом деле уже дело исключительно редкое. but we are to reflect on the fact that we are living in a time and place where we have such easy access to many spiritual paths. Нет, мы должны размышлять над тем фактом, что мы живем в времени и месте, где у нас есть необычайно легкий доступ ко множеству духовных путей. I think for the first time in human history we have so much spiritual paths at our fingertips. Впервые в человеческой истории так много, к многим духовным путям достаточно руку протянуть. Not only do we have these available, but we have some ability to implement them. И у нас не только в наличии пути, у нас есть и некая способность их применять. And we have some desire to implement them. И есть некое желание их применять. And we have some faith that maybe they're going to help us. Есть некая вера в то, что они, может быть, нам помогут. So if we reflect on these sorts of things, we can understand that we have this precious human life of opportunity. Если мы размышляем над этими такого рода вещами, то приходим к пониманию того, что у нас есть эта драгоценная человеческая жизнь, полная возможностей. And this is very rare to have this opportunity. А обладать такой возможностью – это нечто очень редкое. And this opportunity is easily lost. Эту возможность легко потерять. Conditions can change and we find ourselves in a situation
we are not able to follow any sort of spiritual path anymore. Условия могут измениться, и мы можем оказаться в ситуации, где у нас больше не будет возможности следовать какому-либо духовному пути. And from the larger Buddhist perspective, И с более обширной буддийской точки зрения, if we don't take advantage of this precious human life, если мы не воспользуемся драгоценной человеческой жизнью, we might find ourselves ending up in an existence in future that's not so fortunate. то в следующем будущем можем оказаться в уделах бытия, которые будут не столь удачными. And then it may be very difficult to get back to this type of life again. И вернуться к такому вот типу жизни может быть очень затруднительно. And generally we tend to take things for granted. Говоря обобщенно, мы имеем склонность считать вещи чем-то само собой разумеющимся. And we only tend to appreciate something when we've either lost it or about to lose it. И склонны ценить какие-то вещи только когда мы их потеряли или нам предстоит вот-вот их потерять. So by reflecting on precious human life, we'll avoid that situation. Размышляя над драгоценной человеческой жизнью, мы избежим такой ситуации. We will want to make our life meaningful and not waste it. Мы захотим наделить свою жизнь смыслом и не растрачивать ее впустую. And so we can avoid being one of these people who later in their life И мы сможем избежать, мы сможем не стать одним из тех людей, которые на более позднем этапе своей жизни look back on their life оглядываются на свою жизнь and full of regrets и преисполняются сожаления at having wasted their life. от того, что вся жизнь была профукана впустую. So we can avoid this by reflecting on precious human life. Этого мы сможем избежать, размышляя над драгоценной человеческой жизнью. In fact, there's a well-known article that you can find on the internet. Есть на самом деле очень знаменитая статья, которую можно найти в интернете, written by an Australian nurse who was working in the hospice movement for 30 or 40 years. написанная австралийской медсестрой, которая проработала в системе хосписов 30-40 лет. And she, caring for terminally ill people, of course. Она, разумеется, заботилась о смертельно больных людях. And she would ask them what were their biggest regrets in life. И спрашивала их, о чем они больше всего в жизни жалеют. And the number one regret И первым по количеству подписавшихся поводом для сожаления was working too hard было сожаление относительно того, что ты слишком тяжело работал and not spending time with family and other meaningful activities. и недостаточно времени проводил с семьей или недостаточно занимался другими наделенными смыслом видами деятельности. I think she said every single male patient she cared for said this was the top regret. И она, на самом деле, в статье, кажется, даже утверждала, что каждый первый пациент-мужчина, о которых ей доводилось заботиться, говорил, что это его повод для сожаления номер один. So if we reflect on precious human life, then we'll appreciate the opportunity we have. Если мы размышляем над драгоценной человеческой жизнью, то станем ценить имеющуюся у нас возможность And we'll want to make our life meaningful. и захотим наделить свою жизнь смыслом. But even if we do that and we have the aspiration to make our life meaningful, Но даже если мы это все осуществили, и у нас есть устремление к тому, чтобы жизнь наделить смыслом, there can be the thought, может присутствовать мысль. I've got a lot of time. Времени-то у меня полно. I'm busy now. Сейчас я занят. Doing lots of stuff in my life. Очень много у меня в жизни сейчас дел. I'll do that spiritual stuff later. Этим всем духовным барахлом позанимаюсь потом. Maybe I'll take early retirement or something and then I'll do it then. Ну, на пенсию там пораньше выйду и тогда займусь. And so of course we keep putting it off and off and off. И вот мы все откладываем, и откладываем, и откладываем. And then we never start. И никогда этому нет конца. So that to avoid that, we can reflect on the second of the four preliminaries, is death and impermanence. Чтобы избежать такого развития событий, мы можем размышлять над второй из предварительных практик – смертью и непостоянством. Reflecting on the fact that not only do we have a precious human life, где мы размышляем не только над тем, что у нас есть драгоценная человеческая жизнь, but we don't know how long it's going to last. но и над тем, что мы не знаем, как долго она продлится. You know, we tend to assume that we'll live at least 70, 80, maybe 90 years. Мы склонны полагать, что, может быть, проживем 70, 80, ну, может, 90 лет. But of course there's no guarantee. Но гарантий, разумеется, нет. We see there are many people who die very young. Мы видим множество людей, которые умирают в очень юном возрасте. For many different reasons and causes. По множеству различных причин, в силу множества различных условий.
So if we can reflect on death and impermanence, Так что, если нам удастся поразмыслить над смертью и непостоянством, not only will we want to make our life meaningful, если нам будет удаваться размышлять над смертью и непостоянством, мы не только захотим наделить жизнь смыслом, but we'll do it now. но и сделаем это сейчас. There's a nice little article about death that I'd like to read out. Замечательная небольшая статья про смерть, которую мне хотелось бы сейчас зачитать. Actually, it's just 2 paragraphs of a speech. Ну, здесь на самом деле просто 2 абзаца из речи. A speech given by Steve Jobs. Речи Стива Джобса. He gave to students at Stanford University. Речи, с которой он выступил перед студентами Стэнфордского университета. I think 10 or 15 years ago. 10-15 лет назад. And he said the following. Он сказал следующее. When I was 17, Когда мне было 17, I read a quote that went something like, я прочел цитату, в которой говорилось что-то вроде: if you live each day as if it was your last, если каждый день проживаешь, как если бы он был твоим последним днем, someday you'll most certainly be right. однажды ты совершенно точно окажешься прав. It made an impression on me. На меня это оказало впечатление. And since then, for the past 33 years, И с тех пор, на протяжении последних 33 лет, I have looked in the mirror every morning and asked myself, каждое утро я смотрелся в зеркало и спрашивал себя: if today were the last day of my life, если бы сегодня был последний день моей жизни, would I want to do what I'm about to do today? захотел бы я заниматься тем, чем вот-вот сегодня займусь. And whenever the answer has been no, И каждый раз, когда ответом оказывалось «нет», for too many days in a row, когда этот ответ «нет» звучал много дней подряд, I know I need to change something. я знал, что мне нужно что-то изменить. Remembering that I'll be dead soon Помня, что я скоро умру, is the most important tool I've ever encountered помнить, что я скоро умру, это самый мощный встреченный мной инструмент, to help me make the big choices in life. который помогает мне принимать в жизни большие решения. Because almost everything, Ведь почти все, all external expectations, все внешние ожидания, all pride, вся гордыня, all fear of embarrassment or failure, весь страх перед тем, что опозоришься или потерпишь неудачу, these things just fall away in the face of death, все эти вещи отпадают перед лицом смерти, leaving only what is truly important. оставляя лишь то, что наделено подлинной значимостью. Remembering that you are going to die Помнить, что ты умрешь, is the best way I know to avoid лучший мне известный способ the trap of thinking you have something to lose. избежать попадания в ловушку мысли о том, что тебе есть что терять. You are already naked. Ты уже обнажен. There is no reason not to follow your heart. Нет повода не следовать за своим сердцем. So I think that's some good advice from Steve Jobs. Так что, думаю, хороший вот такой совет от Стива Джобса. So if we reflect on precious human life and death and impermanence, Если мы размышляем над драгоценной человеческой жизнью и смертью и непостоянством, we'll appreciate the precious opportunity we have, то будем ценить драгоценную возможность, которая у нас есть, and we'll want to take advantage of it right now. и захотим извлечь из нее пользу прямо сейчас. And then the question is, well, how to do that? Тогда встает вопрос, как же это осуществить? How to make my life meaningful? Как наделить мою жизнь смыслом? The first thing we can reflect on is karma, cause and effect. И первое, над чем мы можем поразмыслить, это карма, причины и следствия. Understanding that if we engage in harmful behavior, Где мы понимаем, что если станем осуществлять вредоносные действия, we'll end up with suffering. то пожнем в конце концов страдания. If we engage in virtuous behavior, Если мы будем осуществлять поведение добродетельное, this will result in happiness. в качестве плода оно принесет счастье. And so thereby reflecting on this, that would motivate us to adopt an ethical lifestyle. И потому, размышляя над этим, мы сами себя побудим взяться за нравственный образ жизни. So of course an ethical lifestyle is the basis of all Buddhist traditions. Разумеется, нравственный образ жизни является базисом всех буддийских традиций. And I think it's the basis of any meaningful life. Да и вообще основой, как мне представляется, любой наделенный смыслом жизни. And then on that basis we can reflect on the fourth point, И на основе этого мы сможем размышлять над четвертым пунктом. and that is to reflect on the unsatisfactory nature of samsara. То есть размышлять над неудовлетворительной природой сансары. That there is no genuine happiness to be found out there. Над тем, что нет подлинного счастья, которое можно было бы отыскать вовне. This idea of dukkha that we've already mentioned. Размышлять над идеей дукхи, которую мы уже упоминали. The first noble truth. Над первой благородной истиной.
to really appreciate the nature of our human existence. Для того, чтобы по-настоящему осознать природу нашего человеческого бытия. That not only is there no genuine happiness to be found out there, Тот факт, что не только нет подлинного счастья, которое можно было бы отыскать вовне, but we're stuck in this state where there's always a potential for suffering. но и то, что мы увязли в состоянии, в котором всегда есть возможность возникновения страданий. And to understand that it's because we have mental afflictions in our mind. И нужно понять, что причиной тому наличие в нашем уме умственных омрачений. And then to understand that we can actually eliminate these mental afflictions. А затем понять, что мы подлинно способны устранить эти умственные омрачения. And then through that we can develop the aspiration for liberation from suffering. И посредством этого мы сможем развить устремление к освобождению от страданий. Which was normally translated into English as this word renunciation. То самое, что традиционно на английский язык переводилось понятием отречения. So then by that we will enter the Buddhist spiritual path. Посредством этого мы вступим на буддийский духовный путь. So these are the common preliminaries to all the Buddhist spiritual paths. И все это предварительные практики, которые являются общими для всех буддийских путей. Then on that basis, Далее, на основе из этих вещей, we can practice what's called the uncommon preliminaries. мы можем осуществлять практику так называемых особых предварительных. And this is uncommon or specific to tantric level practice. Это вещи особые или конкретно присущие тантрической, конкретно относящиеся к тантрической практике. So of course tantra comes within Mahayana vehicle. Разумеется, тантра является частью колесницы Махаяны. So we need an entry point into that, which of course is bodhicitta. И нам нужна точка вступления на конкретно махаянский путь. А такой точкой вступления, разумеется, является бодхичитта. And the first of the uncommon preliminaries is refuge and bodhicitta. И первая из особых предварительных практик – это прибежище и бодхичитта. To cultivate this. Их взращивание. And we saw in the previous session that refuge is the door of entry into Buddhist Buddhist practice in general. В предыдущей сессии мы видели, что прибежище является вратами для вступления в буддийскую практику в целом. And the bodhicitta is the entry point into the Mahayana path. А бодхичитта – это врата для вступления на путь Махаяны. Now each of these four uncommon preliminaries here, Каждая из перечисленных здесь 4 особых предварительных практик in the modern day Kagyu Mahamudra tradition, в современной традиции махамудры в Кагью, but I think also in the Nyingma Dzogchen tradition, так же, как и как я понимаю, в традиции дзогчена в Нимма, often presented as complete intensive practices. часто описывается Complete whole practice and intensive. Each practice is complete in itself and intensive. Or you mean that No, all of them are presented as one set? No, individually as a complete And intensive intensive practice. practice. Each one. Каждая из этих 4 предварительных практик, и в Махамудре, в Кагью, и в Дзогчен, в Нимма на сегодняшний день описывается как полная сама по себе и интенсивная практика. And usually they're presented in terms of having to practice this 100,000 repetitions. И обычно они описываются в контексте необходимости выполнить 100 тысяч повторений. So usually with the refuge and bodhicitta, you're reciting a refuge and bodhicitta prayer. В случае с прибежищем и бодхичиттой обычно бывает так. Вы повторяете молитву прибежища и бодхичитты 100,000 times. 100 тысяч раз. And together with that you are doing 100,000 prostrations. И вместе с этим выполняете 100 тысяч простираний. And similarly with Vajrasattva Mandala offering in Guru Yoga to repeat those 100,000 times. Точно так же и практики ваджрасаттвы, подношения мандалы и гуру-йоги повторяются 100 тысяч раз. And as I think already earlier mentioned, Как я уже, кажется, упоминал ранее, often people who come into the Mahamudra tradition часто люди, которые входят в традицию Махамудры, are often presented these as the very first thing to do. именно с вот этими вещами знакомятся в самом начале. Именно им описывают как первое, чем нужно заняться. Even though they're actually preliminaries for tantric practice. Хотя на самом деле это предварительные практики для тантрической практики. And then of course people try to do the practices Ну и люди, разумеется, так пытаются выполнить практики. as often as best as they can. Часто настолько хорошо, насколько могут.
And often they complete their 100,000 repetitions. И часто заканчивают выполнение 100 тысяч простираний. And I think often not much has happened. И думаю, часто Not much transformation has happened. No signs have appeared. 100 выполняют 100 тысяч простираний. И часто, думаю, ничего особо не происходит. No signs or transformation. Ни знаков никаких, ни преображения. Because we don't have the basis for these preliminaries. Потому что нет базиса для этих предварительных. So the first one is the refuge and bodhicitta, which is the entry and support. Первая из практик — это прибежище и бодхичитты, которые являются, соответственно, вратами вступления и поддержкой, опорой. And then often in the spiritual path we talk about two aspects to support our practices. И на духовном пути мы часто говорим о двух опорах, которые подкрепляют нашу практику. And that is that we need to purify ourselves of negativity and we need to accumulate virtue. И эти два аспекта, на которые мы опираемся, это необходимость очищать свои загрязнения и накапливать добродетель. And so these are the purpose for the next two preliminaries. И таково назначение двух следующих предварительных практик. The Vajrasattva practice is a purification practice. Практика Ваджрасаттва — это практика очистительная. It's a practice to purify ourselves of negative imprints and negative habits. Это практика предназначенная для того, чтобы мы очищали себя от неблаготворных отпечатков и неблаготворных привычек. And mandala offering is a practice for accumulating virtue. Практика подношения мандалы — это практика накопления добродетели. Because we are offering this visualized mandala or visualized fully pure world and offering that. Мы визуализируем полную мандалу, визуализируем очищенную совершенную вселенную и ее преподносим. And then we have guru yoga. Затем идет гуру-йога, which is for the purpose of receiving inspiration from the teacher, которая предназначена для обретения вдохновения от учителя and to receive the seed of wisdom from them. И для получения от учителя семени мудрости. So this is the purpose for these four uncommon preliminaries. Таково назначение этих 4 особых предварительных практик. But here, in this text, of course, it talks about practicing preliminaries. Но здесь, в этом тексте, разумеется, речь заходит о практике предварительных. Until certain signs arise. О том, что мы практикуем, выполняем предварительные практики до тех пор, пока не возникнут конкретные знаки. And so we will have a look at what some of these signs are. И мы посмотрим на то, каковы некоторые из этих знаков. But before we do that, is there any questions about any of these preliminary practices here? Но прежде чем мы к этому перейдем, есть ли какие-то вопросы относительно вот этих предварительных практик? То есть я так понимаю, что базой для вот этих uncommon, не общих, особых предварительных практик является общие предварительные практики или что-то еще? Правильно ли я понимаю, что основой для особых предварительных практик являются общие предварительные практики или же что-то еще? So, did I get it right that the basis for the uncommon preliminary practices is doing the common ones? Or is there something else that serves as the basis? Yes, it would be good to have done the common preliminaries because they are the basis of all Buddhist path practices. Да, было бы хорошо выполнить общие предварительные практики, потому что они являются базисом для всех буддийских практических путей. But remember, at the sutra level of practice, но помните, на сутрическом уровне практики, then these common preliminaries form the basis or the foundation for shamatha and vipassana practice. Эти общие практики составляют основу для практик шаматхи и випашшаны. So it would be good to have done some shamatha and vipassana practice before we do these practices. И прежде чем мы перейдем к особым предварительным практикам, хорошо было бы выполнить определенный объем практик шаматхи и випашшаны. Particularly the last three practices of Vajrasattva, Mandala offering and Guru Yoga. В особенности применительно к последним 3 практикам – Ваджрасаттве, подношению мандалы и гуру-йоги. They're very much tantric practices. Это в очень значительной степени практики тантрические, which involve arising
out of emptiness. Подразумевающий проявление из пустотности. So if we don't know what emptiness is and we haven't got any experience of emptiness, Если мы не знаем, что такое пустотность, у нас нет никакого опыта пустотности, then it would almost be impossible to do these practices correctly. будет практически невозможно выполнять эти практики правильно. So therefore, I think to have a good basis for the uncommon И preliminaries, потому как мне представляется, чтобы иметь хорошую основу для особых предварительных, not only would it be important to do the common preliminaries, важно не только выполнить общие предварительные, but then to also engage in the shamatha vipassana practices. но и заниматься практиками шаматхи и випашшаны. And then I think these practices can really have a very strong effect on И us. тогда, думаю, особые предварительные практики действительно смогут оказать на нас очень мощное воздействие. Any other questions? Какие-либо еще вопросы? Okay, then let's have a look at some of the signs that can appear through having done these various preliminary practices. Тогда давайте посмотрим на некоторые из знаков, которые могут проявиться за счет выполнения этих предварительных практик. So here it says, first, these are the signs of the preliminary practices. И, соответственно, здесь говорится, во-первых, вот каковы знаки предварительных практик. And quoting Godsampa, who's again, I think, a great Kagyu Mahamudra master. И приводится цитата из Гатсампы, великого кагипинского мастера махамудры. It says here, he says, if you meditate on death and impermanence, И он говорит, если медитируешь на смерти и непостоянстве, the cord that connects you to your homeland will be cut, шнур, что привязывает тебя к родной земле, будет отсечен, the glue of your relatives will crumble, клей родственников раскрошится, and attachment to food and wealth will be severed. и привязанность к пище и богатству будет отсечена. Basically means that if we reflect on death and impermanence, we're going to let go of craving and attachment to all of these things. То есть, по сути, подразумевается, что, размышляя над смертью и непостоянством, мы избавимся от страстного желания и привязанности ко всем этим вещам. If you meditate on the difficulty of obtaining a human life of leisure and endowment, Если медитируешь на трудности обретения человеческой жизни, наделенной свободами и дарованиями, you will not engage in pointless activities, не будешь заниматься бессмысленными видами деятельности, you will apply yourself enthusiastically day and night to Dharma activities, будешь с энтузиазмом днем и ночью посвящать себя дхармическим видам деятельности and you will avoid evil companions. и будешь избегать дурных спутников. I think each one of those are pretty self-explanatory. Думаю, каждый из этих пунктов понятен сам по себе. And if you meditate on the faults of the cycle of existence, А если медитируешь на недостатках циклического существования, so of course this means to reflect on the unsatisfactory nature of samsara, что, разумеется, подразумевает размышления над неудовлетворительной природой сансары, you will see sensual attractions as a cause of misfortune. то будешь видеть в объектах чувственного влечения причину несчастья, Means you'll see that having craving and attachment to the sense pleasures is just going to bring a lot of unnecessary suffering. причину несчастья, то есть будешь воспринимать Craving and attachment are just a source of suffering. Well, you'll see them as the source of a lot of unnecessary то есть suffering. увидишь, что страстное желание и привязанность по отношению к объектам чувственного влечения – это причина значительного числа ненужных страданий. You will entrust yourself to the three jewels, Будешь верять себя трем драгоценностям, and your obsession with mundane concerns will cease. и твоя одержимость обыденными заботами будет пресечена. Again, I think they're mostly self-explanatory. Думаю, опять-таки, все эти пункты сами по себе ясны. Then he talks about some of these signs of purification. Затем он описывает определенные знаки очищения. These are the signs of having purified negativities due to reciting the 100-syllable mantra. Вот каковы знаки очищения. Вот тут, где везде говорится существует, здесь должно везде повторяться. Вот каковы, вот каковы, вот каковы. Вот каковы знаки очищения негативностей посредством начитывания 100-слоговой мантры. The 100-syllable mantra, of course, is the mantra of Vajrasattva, which has 100 syllables. 100-слоговая мантра – это, разумеется, мантра Ваджрасаттвы, в которой 100 слогов. Your body becomes light. Тело твое становится легким. You need little sleep. Сна нужно немного. You feel well. Чувствуешь себя хорошо. And heartfelt gladness arises. И возникает искренняя радость.
And the dream signs are bathing, Знаки в сновидениях таковы: купание, appearing naked, предстаешь в обнаженном виде, pus and blood ooze from your body, из твоего тела вытекают гной и кровь, having diarrhea, страдаешь от диареи, vomiting, тебя рвет, and wearing white clothing. и носишь белую одежду. So some of those don't appear to be very positive. Некоторые кажутся из этих знаков, как представляется, очень позитивные. But as we saw earlier, he said if bad signs occur, recognize these as indications of purification, obscurations. Но ранее здесь автор уже говорил, если проявляются дурные знаки, распознайте в этом признак очищения завес. Maybe I can add something to this which could be helpful. Может быть, я бы мог к этому еще кое-что добавить, нечто, что могло бы оказаться полезным. When we talk about purification, Когда мы говорим об очищении, to have an effective purification practice, для того, чтобы у нас была эффективная очистительная практика, there are four parts to that. Необходимы 4 компонента. And they're called the four opponent powers. И они называются 4 противодействующими силами. And if we apply each of those in our purification practice, it will be most effective. Если мы каждую из них применяем в своей практике очищения, тогда практика очищения будет максимально эффективна. The first is regret. Первое из них — это раскаяние. To have sincere regret for having engaged in that negative behavior. Наличие искреннего раскаяния по поводу того, что мы предавались неблагому поведению. And that will already weaken that negative imprint and negative tendency. И это уже ослабит негативный отпечаток и негативную склонность. Here, of course, we need to make a clear distinction between regret and guilt. Здесь нам, разумеется, необходимо провести четкое различие между раскаянием и чувством вины. And unfortunately, guilt seems to be very epidemic in our modern society. И, к сожалению, кажется, что в современном обществе чувство вины достигло стадии эпидемии. And guilt is not something useful. Чувство вины — это не нечто полезное. It just makes us feel bad and paralyzes us. Нам просто некомфортно, и мы парализованы от него. So if we've done something harmful, Если мы совершили нечто вредоносное and we feel guilty, и испытываем вину, what are we focusing on? на чем мы сосредотачиваемся? Bad me. На плохом мне. And by focusing on ourselves, bad me, all it does is it makes us feel bad and it paralyzes us. А за счет того, что мы сосредоточиваемся на плохом себе, нам от этого только некомфортно, и мы парализованы. And it doesn't even address the bad behavior. И это даже никак не относится к плохому поведению. Мы никак не разбираемся с дурным поведением. So it's completely useless. Так что это вообще совершенно бесполезно. So we never need to feel guilty about anything. Так что нет нужды когда-либо испытывать чувство вины по поводу чего-либо. And unfortunately, it seems to have been used over the centuries. К сожалению, чувство вины, судя по всему, на протяжении многих веков использовалось as a method to have power or control over people. В качестве метода достижения власти и контроля над людьми. And unfortunately, often in a religious context. И, к сожалению, часто в контексте религиозном. Oh, I didn't finish. Whereas, if we have done something harmful, в то время как если мы совершили что-то вредоносное and we regret, и раскаиваемся, what are we focusing on when we regret? на чем мы раскаиваемся при наличии, на чем мы сосредотачиваемся при наличии раскаяния? The behavior. На поведении. So regret is useful. Раскаяние полезно. Because it leads us to look at how we can overcome that negative behavior. Потому что оно побуждает нас посмотреть на то, как можно преодолеть неблаготворное поведение. The second of the four opponent powers is reliance. Вторая из 4 противодействующих сил – опора, Or sometimes called foundation. что иногда также переводят как основа. We're all trying to follow a good direction in our life. Мы все в жизни стараемся следовать в неком хорошем направлении. So we all have our certain foundation.
У нас у всех есть некая основа, некий фундамент. And if we've done something harmful, we've sort of fallen down from that foundation. И если мы совершили что-то дурное, значит мы с этой основы как бы свалились. And so this second power is about picking ourselves back up and reaffirming our positive direction in life. И смысл вот этой второй силы состоит в том, чтобы взобраться обратно на этот фундамент и подтвердить, подкрепить то благотворное направление, хорошее направление, которому мы в жизни хотим следовать. And here in the Mahayana, И здесь, в Махаяне, that foundational direction in life этим фундаментом, этим направлением жизни is to reaffirm our refuge in the three jewels является подкрепление нашего прибежища в трех драгоценностях and to cultivate the aspiration of bodhicitta. и взращивание устремления бодхичитты. So that, of course, that will have a very positive impact on weakening the negative imprints and habit. Это, разумеется, очень хорошо скажется в том, что очень хорошо проявится в том, что ослабит наши негативные привычки, неблагие привычки и поведение. The third of the four opponent Отпечатки и привычки. powers is remedy. Третье из четырех противодействующих сил – это лекарство. So this is to find a practical antidote or remedy to that negative behavior. И здесь речь о том, чтобы отыскать практическое противоядие от негативного поведения, неблагого поведения. For example, if the harmful thing we did was we verbally abused someone, Например, если мы кого-то обругали с помощью своей речи, then a remedy, of course, could be simply apologize. лекарства могут стать просто извинения. So the more direct positive opposite, the better. Чем непосредственнее благая противоположность, тем лучше. But sometimes it's not possible to do something directly opposite. Но иногда просто невозможно сделать что-то напрямую противоположное. Then doing any virtuous behavior И тогда осуществление любого добродетельного поведения with the motivation of wishing to overcome that negative habit с мотивацией, включающей желание преодолеть неблагую привычку, can be an effective remedy. может оказаться эффективным лекарством. And of course, the ultimate remedy И, разумеется, окончательное лекарство is the realization of emptiness. – это постижение пустотности. Because all non-virtuous behavior and imprints is based on ignorance. Потому что все недобродетельное поведение, все недобродетельные отпечатки основываются на неведении. So by coming to directly realize emptiness, Приходя к непосредственному постижению пустотности, we'll start to wipe out all negative imprints. мы начнем стирать все неблагие отпечатки. So that's our long-term strategy. Это наша долгосрочная стратегия. But it's also good to have a short-term strategy. Но хорошо также иметь стратегию и краткосрочную. So short-term strategy is to find practical antidotes or remedies to the non-virtuous behavior. Краткосрочная стратегия состоит в том, чтобы находить конкретные лекарства и противоядие от негативного поведения, недобродетельного поведения. And the fourth opponent power is resolve. Четвертая противодействующая сила – решимость. And this is to make a strong determination not to do that negative behavior again. И это принятие мощного решения о том, чтобы не повторять неблагое поведение вновь. But here also we need to be practical. Но здесь нам также нужно быть практичными. If the negative behavior we've engaged in is something we do very often and we have a strong habit, Если неблагое поведение, которому мы предавались, это нечто, что мы осуществляем очень часто, нечто, относительно чего у нас есть очень мощная привычка, there's no point in saying I'm never going to do it again. нет смысла говорить «нет, никогда больше не совершу». It's not going to happen. Так это не сработает. For example, if we're the sort of person that often tells many lies, Например, если мы человек, который по многу врет, часто врет, there's no point in saying I'm never going to lie again, часто и по многу врет, нет смысла говорить «никогда больше не совру». because we've just told another lie. Потому что, опять-таки, мы вот взяли и только что соврали. So if it's a strong habit, Если привычка мощная, set a time limit нужно установить временной промежуток. and say
For example, for the next day, I'm not going to do that thing. И, например, сказать, на протяжении последующего дня я не буду вот этот поступок совершать. If that's way too difficult, for the next hour, I'm not going to do that thing. Если это слишком сложно, на протяжении следующего часа я не буду этой вещи совершать. If that's way too difficult, for the next 5 minutes, I'm not going to do that Если thing. это слишком сложно, следующие 5 минут я не буду совершать. So pick an amount of time that with effort, normally you can manage. Выберите объем времени, с которым вы обычно, That normally you can manage. With effort. с которым вы обычно бы справились, прилагая некие усилия. And then slowly you can extend it from 5 to 10 minutes to an hour, to a day, a week, a month, the rest of your life. И постепенно вы сможете отведенный период времени продлевать с 5 минут до 10, с 10 до часа, до дней, месяцев, недель, лет, и в конечном итоге на всю свою жизнь. So if we've engaged in some harmful negative behavior, Если мы предавались какому-то неблагому вредоносному поведению, then to really purify that, if we go through each of those 4 elements, для того, чтобы подлинно его очистить, мы проходим по всем этим 4 элементам. that would be most effective. Тогда это наиболее эффективно. And of course the Vajrasattva practice И, разумеется, практика ваджрасаттвы is packaging these 4 elements in a particular way. в конкретном формате эти 4 компонента упаковывает, объединяет. So we don't have to do Vajrasattva practice to purify. Нам не обязательно практику ваджрасаттвы выполнять, чтобы очищаться. But if we really want to purify, we need to incorporate all of these 4 elements in whatever we're doing. Но если мы действительно хотим очиститься, то в любое дело, которым мы занимаемся, то в то, чем мы там конкретно занимаемся, нам нужно включить эти 4 компонента. So then if we go back into the text, Если вернуться к тексту, it says, "These are the signs of having completed the accumulation of merit by offering the mandala." в нем говорится: вот каковы знаки осуществления накопления заслуги посредством подношения мандалы. So remember, the mandala offering is we are visualizing the entire universe in a pure form, Как вы помните, в подношениях мандалы мы визуализируем всю Вселенную в чистой форме, and often full of flowers and jewels and precious substances. часто представляю, что она полна цветов, самоцветов, драгоценных субстанций. And then we offer that И затем это мы преподносим to our teacher, to the 3 jewels, often, usually to many beings. нашему учителю, 3 драгоценностям, часто множество существ. And so, of course, this is generosity. И это, разумеется, щедрость. And so this is generate accumulation of merit, which is the result of virtue. И смысл здесь в том, чтобы породить накопление заслуги, которое проистекает из добродетели. So the signs of having accumulated significant merit are the following. Так вот, знаки накопления значительной заслуги, как описано далее. You feel well, Чувствуешь себя хорошо, you have a sense of delight, присутствует чувство восторга, you are not hungry even when you do not eat, не ощущаешь голода даже когда не ешь, and your intelligence increases. а интеллект усиливается. That's an interesting one. Интересненько. The dream signs are the rising of the sun and moon, Знаки в сновидениях. Восходят солнце и луна, ascending to a height, поднимаешься на нечто высокое, walking in a field of flowers, идешь по полю с цветами, gazing into a mirror, and so forth. смотришь в зеркало и так далее. And the next paragraph says, these are the signs of disengaging from obsessions as a result of meditating on impermanence. А в следующем абзаце говорится: вот каковы знаки отстранения от одержимости в силу медитации на непостоянстве. Your sense craving for sensual, you cease craving for sensual attractions. Перестаешь страстно желать объектов чувственного влечения. Often when we talk about an antidote for attachment, Часто, когда мы говорим о противоядии от привязанности, the one that is mentioned as the antidote to attachment is impermanence. то, что упоминается в качестве противоядия привязанности, это непостоянство. Is to reflect on impermanence. Размышление над непостоянством. Because if we can really internalize impermanence, Потому что если мы действительно сможем впитать тему непостоянства and to really see things experientially as constantly changing, и действительно на опытном уровне воспринимать вещи как непрестанно меняющиеся, then when we're having a pleasant experience, то при наличии приятного переживания
it would be very difficult to have attachment or craving for that object. Нам очень сложно будет породить привязанность и страстное желание по отношению к этому объекту. Because there's nothing really to grab, because it's just constantly changing. Там и хватать-то нечего, ведь все непрерывно меняется. So, really having experiential realization of impermanence, you'll find not only your craving and attachment to the pleasant things really reduces. То есть при наличии опытного постижения непостоянства вы замечаете, For the pleasant. вы замечаете, что не только уменьшаются ваши страстные желания и привязанность по отношению к вещам приятным, And of course, as a side effect of that, you actually enjoy those pleasant experiences much more. и, разумеется, в качестве побочного эффекта, в силу этого вы гораздо больше удовольствия получаете от этих самых объектов. But also that experience of impermanence will result in Но и в силу этого, это переживание непостоянства приводит к тому, что in reducing your aversion to the unpleasant experiences. уменьшается ваше отторжение к переживаниям неприятным. Because again, with aversion, there's nothing to push against. Потому что, опять-таки, и в отторжении, оказывается, нечего отпихивать. Constantly changing. Все непрестанно меняется. The flow of concerns about this life alone is cut. Поток забот об одной лишь этой жизни пресекается. You live with a gentle sense of mental well-being. Живешь с мягким чувством умственного благополучия. The turbulence of the mind becomes vividly distinct. Бурление ума становится явно членораздельным. Feeling that there is no point in anything, you set your sights closer and closer to the present. Чувствуя, что ни в чем нет смысла, все ближе и ближе направляешь свой взгляд на настоящее. Appearances lose their luster. Видимости теряют свой блеск. Your consciousness is not attached to objects and it becomes contented. Твое сознание не привязывается к объектам и оказывается удовлетворенным. I think this is really true with this impermanence, is you really become much more contented and much less chasing after the sense pleasures. Думаю, так действительно дело и обстоит с этим размышлением над непостоянством. Твое сознание приобретает гораздо больше удовлетворенности, ты гораздо меньше гоняешься за объектами чувств. And we can really reduce a lot this hope and fear about the future. И мы в значительной степени способны ослабить надежды и страхи относительно будущего. And be more in the present. И в большей степени пребывать в настоящем. So this is some of the signs of progress, having done the various preliminary practices. Таковы лишь некоторые из знаков продвижения посредством выполнения предварительных практик. So is there any questions about any of the preliminary practices? Есть ли какие-либо вопросы относительно какой-либо из предварительных практик? Кажется, последовательность нужно сохранять, которую вы сказали. Имеете в виду та, которая была написана, да? Следует ли сохранять последовательность? Should the order that you've described be preserved in doing them? Особенно особых. Especially with Особенно. especially with regards to the uncommon ones. The uncommon, yeah. Generally, of course, this is the order in which they're presented. Обобщенно говоря, именно таков порядок, в котором они описываются. Because refuge and bodhicitta is the entry and support for the whole of the Mahayana and Vajrayana. Потому что прибежище и бодхичитта — это врата для вступления и опора для всего в Махаяне и Ваджраяне. And so, of course, these are Mahayana and Vajrayana practices. So if we don't have this, it doesn't really make much sense to engage in these practices. То, что идет дальше, это все практики Махаяны и Ваджраяны, и если у нас нет первого, то нет особого смысла заниматься последующим. And then I think the Vajrasattva comes next because we need to really purify our mind of negativities. Дальше идет Ваджрасаттва, потому что нам необходимо очистить свой ум от загрязнений. Because if we don't, I think it would be very difficult to engage in these practices. И потому что если мы этого не сделаем, нам очень сложно будет осуществлять последующие практики. And then I think mandala offering comes next. Дальше, как мне представляется, идет подношение мандалы. Because we really need to accumulate a lot of virtue, a lot of positive merit to really be able to take benefit from Guru Yoga, from a connection with the teacher. Точнее так,
Как мне представляется, подношение мандалы идет следующим, потому что нам необходимо действительно накопить большой объем благой заслуги, большой объем добродетели, чтобы суметь преуспеть в практике гуру-йоги, получить благословение учителя. So I really do think that each one will support the next. Так что мне кажется, что каждая предыдущая практика будет подкреплять последующую. But of course, that doesn't mean that we have to do 100,000 refuge and bodhicitta before we do some vajrasattva practice. Ну и, разумеется, не подразумевает, что нужно сделать 100 тысяч повторений прибежища бодхичитты, прежде чем сможешь хоть несколько мантр ваджрасаттвы прочитать. Of course, all of these elements we can work on now. Над всеми этими элементами мы можем трудиться сейчас. But here, of course, we're talking about doing these in a very sort of intensive way and really making significant progress. А здесь как бы описывается работа над каждой из этих практик в очень интенсивном ключе, где мы действительно значительно в каждой из них продвигаемся. So I think in that sense there would be some benefit in doing them in this order. И вот в таком контексте есть некая польза в том, чтобы выполнять их именно в заданном порядке. And often the Kagyu teachers will present them that you do this first, then you start that, and then that. Как японские учителя часто будут эти практики преподавать в следующем ключе. Вот ты сначала это сделай, а потом вот это, а потом вот это, а потом вон то. Скажите, пожалуйста, если про 100 тысяч мы говорим, их обязательно нужно выполнять непрерывно или, например, в силу того, что мы работаем и живем в обществе, мы можем брать какой-то промежуток времени, часть практики выполнять, а потом через какое-то время возвращаться. Но в дни между этим ничего не делать. Ну нет, не настолько это интенсивно. Если я за день могу сделать, в отпуске, грубо говоря, в ретрите по 100, по 200 простираний, то каждый день я в рабочее время не смогу их делать. Я просто тут два разных вопроса возникли. Один вопрос скажите. Да, иногда пропускать. Относительно непрерывности практики вопрос, можно ли просто делать эти практики наездами, а перед этим иногда так пропускать, ведь работа и все такое. So the question about the continuity of doing these practices is it Of these practices? uncommon ones. Uncommon. Continuity. Continuity, like for example, doing them in intense periods. Okay, if I take a vacation, holiday, work leave, I can do a few hundred prostrations every day, but in the meantime, missing days, not doing them because of work and so on. How permissible is that? Well, of course, there's not going to be anyone standing over your shoulder and sort of punishing you if you don't do it. Конечно, не будет никто у вас над душой стоять и бить вас по плечам, когда вы не будете там чего-то делать. But like anything, continuity is the key to success. Но как и вообще во всем, непрерывность – ключ к успеху. So I think it would be much better to do them regularly each day than sort of miss a few weeks and then do a larger chunk. И думаю, гораздо лучше выполнять эти практики каждый день, чем пропустить несколько недель, а потом сделать побольше. And so, often when people do this vajrasattva, they often take on a commitment to do a certain number each day. Когда люди выполняют ваджрасаттву, например, они часто берут на себя обязательство каждый день насчитывать конкретное число мантр. So I think it would be best if we could have that regular application of each of these preliminaries. И думаю, самое лучшее, если мы в вот таком вот регулярном формате применяем каждую из этих предварительных практик. And so if we've got a lot of other commitments, work commitments, Если у нас много других обязательств по работе, then we could just have them at a certain level that we can sustain мы on a можем daily basis. эти предварительные выполнять на том уровне, который можем каждый день поддерживать. And then when we find ourselves with more time, we can increase how much we do. А когда находим как побольше времени, тогда мы можем увеличивать количество ежедневных повторений. But I think it would be good to have a minimum regular application of these practices. Но, думаю, хорошо иметь регулярный минимум постоянного выполнения этих практик. Могли бы вы прокомментировать пункт, связанный с принятием прибежища в небуддийских богах, отличных от Будды? То есть как это соотносится с христианством и вообще возможно ли какая-то интеграция практики, допустим, христианской веры с буддийским путем, из
Не могли бы вы прокомментировать пункт про непринятие прибежища в богах, отличных от Будды? Как это соотносится с христианством? Возможно ли интеграция христианской веры с буддийским путем и, в частности, с предварительными практиками? Could you comment on the point of not taking refuge in gods other than the Buddha? How does this relate to Christianity, and is there any chance of combining Christian faith with the Buddhist practical path, and specifically with the preliminaries? So in the refuge, the idea of not taking refuge in other gods В прибежище идея о непринятии прибежища в других богах is in terms of we're taking refuge in someone or something that can help us to achieve liberation from suffering. подразумевает принятие или непринятие подразумевает, что мы принимаем прибежище в ком-то или чем-то, что способно помочь нам в достижении освобождения от страданий. And what that specifically was relating to when it used the word God, И когда здесь в этом контексте упоминалось слово «боги», and of course that word God has got nothing to do with the Christian idea of a creator God, здесь использовалось слово «бог», и здесь слово «бог» вообще никакого отношения не имеет к христианской идее «боги-творцы». it's often a word used to translate the Sanskrit word deva, То здесь слово использовалось в распространенном смысле. Это слово «бог» часто используется для перевода санскритского понятия «дева». and deva is a type of being А дева — это класс существ, that, like humans and animals, которые, как и люди и животные, are also cycling in samsara, также вращаются в цикле сансары, and they have light bodies and not as much suffering as humans, девы имеют тела и свет, и у них меньше страданий, чем у людей, but they're still stuck in samsara. но они все равно увязли в сансаре. So to rely on them to help us to get out of samsara is not really going to work, Полагаться на них с тем, чтобы они помогли нам выбраться из сансары, это не сработает. because they're not out themselves and they don't know how to get out. Потому что они сами не освободились, и они не знают, как освободиться. So that's the meaning of not taking refuge in other gods. Вот каков смысл исходной фразы про непринятие прибежища в других богах. Means we can't rely on other beings who are stuck in samsara like ourselves. Мы не можем полагаться на других существ, которые, как и мы сами, находятся в ловушке сансары. But that doesn't mean we can't take sort of some temporary refuge in other people that can help us in more lesser matters. Но это не подразумевает, что мы, например, не можем искать какое-то временное прибежище в других людях, которые иногда могут помочь нам с какими-то практическими вопросами. And then with respect to how we could maybe combine Christianity and Buddhism, Что же до вопроса о том, как бы можно было совместить христианство и буддизм, we can maybe use or follow some advice from His Holiness Dalai Lama, может быть, можно последовать определенному совету его святейшества Далай-ламы, which is something I was going to bring up tomorrow morning, but now I'll bring it in here. который я собирался озвучить завтра утром, но упомяну сейчас. Often when he's giving a talk and it's to a public audience, Часто, когда его святейшество выступает с лекцией перед широкой аудиторией, открытой аудиторией, and most people are not Buddhist and maybe most people are actually Christian, где большинство людей не буддист, и, может быть, даже большинство людей христиане, or maybe in India mostly Hindu, или, если дело происходит в Индии, по большей части индуисты, or maybe in some other countries mainly atheist, или в некоторых других странах по большей части атеисты, then often what he says is, please do not convert to Buddhism. он часто говорит: пожалуйста, не обращайтесь в буддизм. Because he says, if you grew up with a tradition Он говорит: если вы выросли в традиции, that is benefiting you, которая вам приносит пользу, then if you try to convert to Buddhism, и вы попытаетесь обратиться в буддизм, you may have some confusion, то можете запутаться так немножечко. and you may have some difficulty with the people around you if they're conservative. У вас возникнут трудности с людьми вокруг, если они консервативно мыслят. So he says, if you grew up with a tradition that is working and benefiting you, Так что он говорит: если вы выросли в традиции, которая для вас работает и которая приносит вам пользу, stay with that tradition, в этой традиции оставайтесь. and if there's anything I say И если в том, что я говорил,
that can help you to be a better Christian, Если есть что-то, что помогает вам быть христианином получше, that can help you to be a better Hindu, помогает вам быть индуистом получше, that can help you to be a better atheist, помогает вам быть атеистом получше, then use it. это используйте. And he says, if you grew up in a tradition that's not benefiting you, И говорит дальше. Если вы выросли в традиции, которые не приносят вам пользы, then you can think about following the Buddhist faith, Buddhist tradition. тогда вы можете задуматься о том, чтобы следовать буддийской традиции. So, therefore, I think it's best not to really try to mix things together too much. И в свете этого утверждения Уздечта, мне кажется, что лучше не пытаться особо чего-то там смешивать. But if you have a tradition or religion that really works for you, Если у вас есть традиционная для вас религия, которая в вашем случае работает, and there are some elements within Buddhism that can help you to be a better Christian or whatever you are, и в буддизме есть какие-то элементы, которые могут помочь вам быть христианином получше, или кем бы вы там ни были в конкретном случае, then use that. их используйте. And I think what's happening a little bit, what I see, is particularly in Christianity, И из того, что я наблюдаю, из того, что происходит, во всяком случае, из того, что наблюдаю я, в конкретном христианстве, например, the contemplative part of Christianity sort of is not really much there anymore, although it was much earlier. это то, что созерцательный путь христианства как-то уже почти весь пропал, хотя ранее он существовал, безусловно. So I think what I see is some Christians taking on from Buddhism things like mindfulness and so forth to internalize themselves more in the Christian faith. И я наблюдаю за тем, как некоторые христиане перенимают из буддизма, например, такие вещи, как осознанность, с тем, чтобы глубже впитать христианскую веру. And then in terms of preliminary practices, Затем, в том, что касается предварительных практик, I think some of these preliminary practices definitely are based on certain Buddhist philosophical views. некоторые из этих предварительных практик, безусловно, основываются на конкретных философских положениях буддизма. And then in that form it may not be appropriate to use them in other religions or traditions. И в этом формате будет не уместно использовать их в контексте других религиозных традиций. But certainly I think reflecting on precious human life and death can be useful to everyone. Но, безусловно, размышление над драгоценной человеческой жизнью и смертью может быть полезно для каждого. And the idea of leading an ethical lifestyle, I think, also can be something useful. Так же, как и идея о ведении нравственного образа жизни. Это также нечто полезное. But most of these others, I think, have inbuilt in them certain philosophical views of Buddhism, Но большинство остальных практик встроены особые философские воззрения буддизма, which may be quite different to other traditions. которые могут очень существенно отличаться от воззрений других традиций. And so to use them in those traditions may be a little bit counterproductive. И использовать их в рамках других традиций было бы в какой-то степени контрпродуктивным. Does that help? Достаточно? Maybe if there's one last question, otherwise we'll finish up there. Может быть, если есть последний вопрос, его можно задать. В противном случае мы уже будем заканчивать. А можно я задам вопрос по вашему автору? По сегодняшнему? Ну, попробуйте. Question about shamatha, is that okay? Ну вот сегодняшние практики, мой личный опыт, я поняла так, что вот осознавание это как аналог вечного двигателя, что ли. Постоянно осознавание находится в действии. Вот, при этом одной из функций осознавания, я так поняла, является не только следовать импульсам нашего ума, но при этом сохранять спокойствие, что ли, находиться в состоянии отдыха, скажем так. Правильно я это понимаю или нет? Давайте в 10 слов ужмем вопрос, а то я упаду со стула. Уже ничего не соображаю. Просто покороче попробуйте. Вы практиковали шаматху осознавания сна. Правильно ли вы в ней поняли, что одна функция осознавания следовать за импульсами, а другая пребывать в спокойствии?
Или, можно даже так, правильно ли вы поняли, что одна часть основания движется, а другая неподвижна? Осознавание — это действие, постоянное действие, процесс, да, процесс. Вот. И как бы осознавание всегда движется за мыслью или за впечатлениями или воспоминаниями. При этом у осознавания есть другая еще функция. Осознавание должно как бы отсекать вот эти непривязанности, как это, прилипает или как-то. Нет. Цепляние. Вот. Должно отсекать. Соответственно, для этого находиться должно в состоянии неактивного такого действия. Я попробую повторить. Правильно ли я поняла на основе своей практики осознавания, что осознавание — это процесс, одна его функция в том, чтобы следовать за импульсами, мыслями и всем таким прочим, а другая в том, чтобы отсекать цепляние, и для этого оно должно находиться в состоянии неактивности. Ну, примерно так, да. Ну, это то, что вы сказали, я попробую перевести. With regards to practice of awareness. Based on my own experience, what I understood was that awareness is an ever-going process, and one of its functions is to follow thoughts and impulses, emotions, and so on, whereas another part is to cut off types of grasping, cut off our clinging, and in order to do that, in order to cut off clinging, it needs to be in a sort of a non-active state. Cut off clinging, non-active state. Not sure what that means. Me neither. Не уверен, что все это означает. She's saying she understood that awareness is a process and it goes on and on and on. Well, there's a continuum. Yeah. And part of its functions is to naturally follow things like impulses and thoughts. And Well, I wouldn't say part of its function. I mean, go on. And another part of its functions is to cut off clinging. And then. I mean, of course, the mind or awareness operates in a certain way. Ну, разумеется, ум или осознавание оперирует в определенном ключе. And because we have mental afflictions in covering the awareness, И поскольку наше осознавание сокрыто умственными омрачениями, then often it operates in terms of grasping onto thoughts and things. в силу этого, того, что осознавание покрыто омрачениями, оно часто работает, оперирует в том смысле, что цепляется за мысли, там, импульсы и всякое такое. And so what we're trying to do is to strip away these mental afflictions from the awareness. In this practice or in general? In general. И в целом мы стараемся сорвать с осознавания эти умственные омрачения. And to strip away these mental afflictions, Чтобы сорвать эти умственные омрачения, we need to gain a direct insight into emptiness and nature of reality. нам необходимо обрести прямое прозрение относительно пустотности, относительно природы реальности. And of course, that experience itself is not conceptual. И, разумеется, само это переживание природы реальности будет не концептуальным. I'm not sure if that's what you mean by not active. Maybe that's what she's meaning. Вы это имели в виду под неактивностью, или вы про что-то другое говорили? So, when we realize the nature of reality or realize emptiness directly, Когда мы постигаем природу реальности или постигаем пустотность напрямую, then we can start to remove these mental afflictions from the awareness. мы сможем начать устранять умственные омрачения от осознавания, срывать их с него, And then what's left is just the pure awareness. и останется просто чистое осознавание. That went well beyond what I was thinking about. Okay.
Okay, maybe we leave it there. Ну, может, и на этом мы и оставим. Maybe she can reformulate the question tomorrow. Можете, если хотите, можете завтра попробовать переформулировать вопрос. Okay, let's leave it there. Давайте на этом остановимся. So we'll finish with a meditation. И закончим мы медитацией. We'll finish with a Tonglen meditation. Закончим мы медитацией Тонглен. And then, of course, at the end we'll do the Shantideva dedication. И в конце, разумеется, прочтем посвящение Шантидевы, страница 33. As an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into the body. В качестве акта любящей доброты по отношению к себе, позвольте своему осознаванию опуститься в тело. Becoming aware of sensations throughout the body. И начните осознавать ощущения по всему телу. And using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. Используйте выдох для того, чтобы отпускать и расслаблять любые виды напряжения или зажатости в любой части тела. And allowing the mind to come to rest in the present moment. Позвольте уму успокоиться в настоящем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на ощущениях, связанных с дыханием по всему телу. No matter how much mental afflictions are in our mind,
Сколько бы в нашем уме ни было умственных омрачений, they are simply covering the surface of our mind. они лишь скрывают поверхность нашего ума. And beneath these mental afflictions is the inner purity of our mind. А под спудом этих умственных омрачений сокрыта внутренняя чистота нашего ума. Our Buddha nature. Наша природа Будды. Imagine this deepest dimension of your mind in the form of a small, white, radiant sphere of light. Представьте это глубочайшее измерение собственного ума в форме небольшой лучезарной белой сферы света. The level of your chest, at the level of your heart. В центре грудной клетки на уровне сердца. And then arouse the thought, how wonderful it would be if I were free of suffering and its causes. И затем пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы я был свободен и свободна от страданий и причин страданий. May I be free of all mental afflictions and suffering. Пусть я буду свободен, буду свободна от всех умственных омрачений и страданий. And now pick your main mental affliction, Выберите свое главное умственное омрачение, the one that bothers you most and you would really like to reduce and eliminate. то, что беспокоит вас сильнее всего, то, которое вам хотелось бы действительно ослабить и устранить. And imagine this mental affliction as black smoke filling your body. И представьте это умственное омрачение как черный дым, которым заполнено ваше тело. And then with each in-breath, imagine drawing that mental affliction into the sphere of light at your heart. И с каждым вдохом представляйте, что втягиваете это омрачение в сферу света в своем сердце, Completely dissolving it there. полностью там его растворяя. So with each in-breath, breathe in with compassion, Таким образом, с каждым вдохом вдыхайте с состраданием, dissolving and extinguishing this mental affliction at your heart. растворяя и устраняя это умственное омрачение в своем сердце. And then imagine that this mental affliction is now completely eliminated. Затем представьте, что это умственное омрачение теперь полностью устранено. And take delight in this. И порадуйтесь этому. And then arouse the thought, how wonderful it would be if I had happiness and its causes. Затем зародите мысль. Как замечательно было бы, если бы обладала счастьем и причинами счастья. May I be truly well and happy. Пусть я обладаю подлинным благополучием и счастьем. And bring to mind one quality that you would really like to cultivate and develop. И вспомните об одном качестве, которое вам действительно хотелось бы
взращивать и укреплять. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from the sphere of light at your heart. И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из сферы в вашем сердце, Filling your whole body and mind. заполняющие целиком ваше тело и ум, And transforming into everything you need to develop this quality fully. и превращающиеся во все, что вам необходимо, чтобы полностью развить это качество. And then imagine that you've now fully cultivated, fully developed this quality. Затем представьте, что вы полностью взрастили, полностью развили это качество. And rejoice in this. И посорадуйтесь этому. And then allow your field of loving kindness and compassion to expand out further. Затем пусть сфера вашей любящей доброты и вашего сострадания распространится еще больше. And allow that field of loving kindness and compassion to expand out to include everyone else in this room. Пусть эта сфера распространится, охватив всех остальных в этом помещении. And arouse the thought, how wonderful it would be if everyone were free of suffering and its causes. И пробудите мысль, как замечательно было бы, если бы все были свободны от страданий и их причин. May you all be free of all mental afflictions and suffering. Пусть все вы будете свободны ото всех умственных омрачений и страданий. And then imagine everyone's mental afflictions and suffering in the form of black smoke filling their bodies. Затем представьте умственное омрачение и страдания каждого в форме черного дыма, заполняющего его или ее тело. And then with each in-breath, breathe in with compassion, И затем с каждым вдохом вдыхайте с состраданием, dissolving and extinguishing everyone's mental afflictions and suffering at your heart. растворяя и устраняя умственное омрачение и страдания каждого в собственном сердце. Dissolving the black smoke into your Buddha nature. Растворяя черный дым в своей природе Будды.
imagine that everyone's now completely free of all mental afflictions and suffering. Затем представьте, что все теперь полностью освободились от всех умственных омрачений и страданий. Take delight in this. Порадуйтесь этому. And then arouse the thought, how wonderful it would be if everyone had happiness and its causes. И затем пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы все обладали счастьем и его причиной. May you all be truly well and happy. Пусть вы все обладаете подлинным благополучием и счастьем. And with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart, И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из вашего сердца, filling everyone's body and mind, заполняющие тело и ум каждого, and transforming into everything they need to be happy. превращающиеся во все, что людям необходимо, чтобы обрести счастье. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, Таким образом, с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, sending to everyone whatever they need to be happy. посылая другим все, в чем они нуждаются для счастья. And then imagine that they've now found the happiness that they seek. Теперь представьте, что они отыскали счастье, к которому стремятся. And rejoice in this. И порадуйтесь этому. And then allow your field of loving kindness and compassion to expand out further. Затем позвольте своему полю любящей доброты и сострадания еще больше расшириться. And whoever comes to mind, attend to them. Кто бы вам на ум не приходил, тому и внимайте. Breathing in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. Вдыхая с состраданием, растворяя и устраняя страдания этих существ в своем сердце. And breathing out the light of loving kindness. Выдыхая свет любящей доброты. Sending them whatever they need to be happy. Посылая им все, в чем они нуждаются для счастья. And allow your mind to continue to move around. Пусть ваш ум продолжает двигаться. Breathing in with compassion, breathing out the light of loving kindness. Вдыхая с состраданием, выдыхая свет любящей доброты.
And then in conclusion, we can dedicate this meditation and all of our time together here today В завершение мы можем посвятить эту медитацию и все проведенное нами вместе сегодня время towards the goal of realizing the nature of our own mind, цели постижения природы нашего собственного ума, so that we can begin to overcome all mental afflictions and suffering. чтобы мы смогли начать преодолевать все умственные омрачения и страдания. And so that we can also be of more benefit to those around us. И для того, чтобы мы также смогли приносить больше пользы тем, кто нас окружает. And then we can finish by reading the Shantideva dedication prayer together. Затем мы можем закончить вместе, читая молитву посвящения Шантидеве. Пусть силы моей заслуги существа всех сторон света, страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости. Пусть ни одно живое существо не страдает, не совершает зла и никогда не болеет. Пусть никто не боится и не будет принижен с умом, охваченным унынием. Пусть слепцы узрят формы, а глухие услышат звуки. Пусть те, чьи тела изнурены тяжелым трудом, воспрянут, обретя передышку. Пусть нагой получит одежду, голодный пищу, мучимый жаждой воду и вкусные напитки. Пусть бедные обретут богатство, а скорбящие радость. Пусть отчаявшиеся обретут надежду, постоянное счастье и процветание. Пусть будут своевременные дожди и изобильные урожаи. Пусть все лекарства будут действенны, а благотворные молитвы приносят плоды. Пусть те, кто болен и страдает от недугов, быстро освободятся от своих болезней. Пусть ни одна из болезней в мире вновь не возникает. Пусть испуганные обретут бесстрашие, пусть скованные освободятся, пусть немощные обретут силу, и пусть люди думают, как помочь друг другу. Пока существует пространство, пока живые живут, пускай нерушимо пребудут страданий рассеивать тьму. Tomorrow morning we'll have the normal meditation session before breakfast. Завтра утром у нас, как обычно, состоится сессия медитации перед завтраком. And then after breakfast, the session after breakfast, we'll complete the text by looking at the chapter on bodhicitta. В сессии после завтрака мы закончим разбор текста, обсудив главу, посвященную Бодхичитте. And then the last session I'd like to dedicate to maybe giving some advice and guidance about how to move forward, particularly with this text. А последнюю сессию хотелось бы посвятить определенным советам и рекомендациям относительно того, как двигаться дальше, в частности, применительно к этому тексту. So, have a nice evening. We'll see you tomorrow morning. Доброго вечера, увидимся завтра утром.